Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео я попробую вкратце рассказать, что такое протокол IP, как между собой связаны IP-адрес, маска, адрес подсети и как можно рассчитать количество адресов в подсети, а также что такое NAT и зачем он нужен. Протокол IP, интернет-протокол, он же межсетевой протокол, это основной маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP, который отвечает за адресацию и доставку пакетов данных между устройствами в компьютерных сетях, включая интернет, объединяя их в единую глобальную сеть. Он предоставляет уникальные IP-адреса для идентификации устройств, разбивает данные на пакеты и направляет их через маршрутизаторы к нужному получателю, используя информацию из заголовка пакета, адрес отправителя, получателя, TTL и так далее. Существуют две основные версии, обеспечивающие фундамент для всех сетевых коммуникаций – IPv4 и более современный IPv6. Основные функции IP-протокола – адресация. Представляет уникальные IP-адреса для каждого устройства, хоста, сети. Маршрутизация. Определяет путь следования пакетов данных через различные сети и маршрутизаторы. Инкапсуляция. Упаковывает данные в IP-пакеты, добавляя заголовки со служебной информацией. Фрагментация. Разделяет большие пакеты на более мелкие для передачи через сети с ограниченным размером кадра (MTU). Независимость от физической среды. Позволяет работать поверх различных технологий Ethernet, Wi-Fi, сотовой связи. Передачу данных можно представить в виде матрешки. Общий поток данных делится на небольшие кусочки, кусочек данных заворачивается в протокол, добавляется заголовок с данными о нем и передается на слой ниже, а там происходит то же самое. И самая большая матрешка передается на самом нижнем сетевом уровне, а потом также послойно разворачивается. В данном случае нас интересует момент с протоколом IP и граничащими с ним протоколами. В упрощенном виде все работает так. Первое. Данные от вышестоящих протоколов, например TCP, разбиваются на пакеты. Второе. Каждый пакет получает IP-заголовок с адресами источника и назначения. Третье. Маршрутизаторы используют IP-адреса для пересылки пакета по оптимальному пути. Для визуализации стоит представить какой-нибудь документ. К примеру, на 100 листов А4, допустим, курсовую. Все страницы пронумерованы, и ваша задача переслать их в другой город. У вас есть конверты, но вес письма не должен превышать 20 грамм. Таким образом, вы разбиваете документ на кучу конвертов. На каждом конверте указывается адрес отправителя и получателя. Дальше включается логистика почты, как отправить письмо по более короткому маршруту. Потом получатель вскрывает эту кучу конвертов и снова собирает исходную курсовую по порядку. Если интересна тема именно протокола IP, то напишите в комментариях, и я об этом сделаю отдельное подробное видео. Но, как по мне, это полезное знание, если вы планируете работать с анализом трафика. В остальных случаях это просто трата времени, ведь по сути ответ ищется в интернете за доли секунды. А теперь перейдем к главной теме видео, а точнее к IP-адресу. IP-адрес – это уникальный номер, присваиваемый устройству для работы в сети. Сейчас широко используются адреса версий 4 и 6. Небольшое отступление о битах. Практически вся электроника, что нас окружает, состоит из микросхем. Все программы под них, по сути, основаны на наличии или отсутствии сигнала. Наличие сигнала обозначается единицей, отсутствие – нулем. Данное событие, то есть наличие или отсутствие сигнала, несет в себе 1 бит информации. Когда говорится, что что-то записано в сколько-то битном формате, допустим, в n-битном, то имеется в виду, что в двоичной системе счисления число будет иметь длину n и состоять из нулей и или единиц. Вообще, про бит – это любимый вопрос у некоторых на собеседовании, так что обратите на это внимание, особенно если вы впервые собираетесь искать работу. Еще, кстати, любят спрашивать что-то по типу
Если бит – это наименьшая единица информации, то делима ли она? А если хотите, то можете написать свой ответ в комментариях, и я думаю, что спор там выйдет немалый. IPv4 – адрес, записанный в 32-битном формате, то есть количество адресов 2 в 32 степени, то есть примерно 4,3 миллиарда. Такого количества адресов на всех уже давно не хватает, но чтобы ими до сих пор можно было пользоваться, придумали разные технологии, такие как, например, NAT. О нем расскажу чуть позже. IPv4 имеет вид 4 8-битных чисел в диапазоне от 0 до 255, которые разделены друг от друга точками, разбиты на 4 октета. 255 – это последнее число длиной 8 бит, то есть в двоичной системе счисления это 8 единиц. А следующее число – это 256, уже имеет длину в 9 бит и выглядит как единица и 8 нулей. Немного о переводе из десятичной системы счисления в двоичную. Перевод осуществляется путем постоянного деления исходного числа на 2. Записывается 0, если без остатка, и 1, если с остатком. Далее записывается с последнего частного или неполного частного и остатков предыдущих делений. Переведем число 192 в двоичную систему счисления. 192 делим на 2 будет 96, остаток 0. 96 делим на 2 будет 48, остаток 0. 48 делим на 2 будет 24, остаток 0. 24 делим на 2 будет 12, остаток 0. 12 делим на 2 будет 6, остаток 0. 6 делим на 2 будет 3, остаток 0. 3 делим на 2 будет 1, остаток 1. Теперь запишем все в обратном порядке, начиная с неполного частного, то есть единицы. Остатка от деления 3, остатка от деления 6 и так далее. В результате получится число 11 и 6 нулей. А теперь вопрос. Как давно вы последний раз делили в столбик? И помните ли вы, как это вообще делается? Маска подсети. Она используется для ограничения границ подсети. Небольшое отступление о том, зачем сеть разбивать на подсети. Сеть разбивается на подсети в первую очередь для безопасности. К примеру, есть такое понятие, как интернет вещей, Internet of Things, IoT. Это сеть физических устройств, которые оснащены датчиками, программным обеспечением и подключены к интернету для обмена данными. Главная идея – устройства могут собирать информацию о состоянии окружающей среды или собственных параметров, передавать данные в облако или на сервер, автоматически взаимодействовать друг с другом и выполнять команды пользователя дистанционно. Иными словами, это наш любимый умный дом. По моим наблюдениям, практически у каждого человека есть дома что-то с доступом в интернет и приставкой «умный». И, увы, это порой не о людях. Безусловно, это удобно с работы в другом городе запустить дома робота-пылесоса, стиральную машину, посмотреть камеру на кошачьей кормушке или посмотреть, кто звонил в дверь и так далее. Однако все эти вещи имеют множество потенциальных сетевых уязвимостей. Так происходит потому, что цель практически любого бизнеса – это получение быстрой и максимальной прибыли при минимальных сроках и вложениях. Иными словами, качественное тестирование и поддержка на таких вещах редко проводятся. Поэтому есть негласная рекомендация умные вещи закидывать в отдельную подсеть, чтобы в случае чего они были изолированы и не нанесли вред чему-то нужному. Еще в отдельную подсеть стоит занести компьютеры с удаленным доступом. К примеру, вы на работе, а дома запущен компьютер с вашей любимой MMORPG. И с друзьями вы договорились зафармить РБ. В нужное время вы подключаетесь к компьютеру и с телефона играете в тяжеловесную игру. Такой компьютер лучше тоже держать в отдельной подсети. Во вторую очередь это снижение нагрузки. То есть данные отправляются не на всю сеть,
а на определенный сегмент. И в-третьих, это удобство администрирования. То есть на работе каждый отдел можно занести в свою подсеть и там сделать свои настройки доступа. Вернемся к рассмотрению маски для IPv4. В двоичной системе счисления в начале маски подсети идут сначала единицы, потом нули. В ней также 32 бита. Чтобы узнать адрес подсети, нужно по количеству единиц переписать IP-адрес. Все остальное записать нулями. Количество адресов в подсети – это 2 в степени количества нулей в маске. Также взамен маски зачастую после IP-адреса ставится знак косая черта и пишется цифра от 0 до 32. Данная цифра – это количество единиц в бинарной записи маски. Итого, когда все нули в маске – это 2 в степени 32. То есть 4 миллиарда 294 миллиона 967 тысяч 296 адресов. Все единицы или 255, 255, 255, 255 это 2 в степени 0, то есть равно 1 адрес в подсети. Небольшое лирическое отступление. В нормальном мире никто эти расчеты в голове не держит и не знает о них. У всех есть мобильный телефон с безлимитным интернетом и есть куча сайтов, где есть калькулятор сети или просто можно картинку сохранить. Но со мной в юности произошел забавный случай на собеседовании на должность программиста. На тот момент у меня уже был опыт в системном администрировании, но день собеседования как-то не заладился. То электричка опоздала, то маршрутка сломалась, а еще была дикая жара. И вроде по тематике нормально отвечаю, а потом задают вопрос. У вас указано, что вы сейчас работаете системным администратором, поэтому хотим спросить по вашей тематике, сколько IP-адресов в подсети /12? Сказали дать ответ без использования телефона, а я им и при желании воспользоваться не смогла бы. Телефон был кнопочный, и то ли он вообще не ловил в том районе, то ли денег на счету не было, в общем, неважно. Хорошо хоть дали ручку и бумагу. В уме это, конечно, можно посчитать, но легко сбиться. Табличку с подсетью и количеством адресов я никогда не учила, да и до сих пор считаю, что держать ее в памяти – это бесполезная информация. Как обычно нормальные люди считают количество адресов в подсети? Маска находится в диапазоне от 0 до 32. 32 – это один адрес. А дальше по уменьшению маски количество адресов умножается на 2. То есть 31 – это 2 адреса, 30 – это 4 адреса, 29 – это 8 адресов, 28 – это 16 адресов, 27 – это 32 адреса и так далее. У меня такая логика вылетела из головы, и я стала переводить все в двоичную систему и таким образом высчитала. А лица собеседующих, думаю, представляете. Стоит отметить, что обычно используют маску от 32 до 24, и запомнить ее несложно. Но вот 12 – это число 1 миллион 48 тысяч 576, и вряд ли кто в памяти это держит. Я даже вспомнить не могу, чтобы хоть раз такие маски прописывала или видела на работе. Для меня до сих пор загадка, что хотели от меня таким вопросом. Наизусть вряд ли кто такие цифры помнит, тем более программисту это явно не нужно. Возможно, это было что-то вроде стресс-теста, или пытались внушить неуверенность, чтобы договориться на меньшую зарплату. А возможно, собеседующий человек 12 перепутал с 24, и простой вопрос вылился в расчеты. В общем, я рассказываю о способах расчета и перевода в двоичную систему, чтобы вы понимали, почему так и как оно все связано. И искренне надеюсь, что вам это никогда не пригодится даже на собеседованиях. К слову, а вы бы смогли на собеседовании, имея в своем распоряжении только ручку и бумагу, посчитать, сколько IP-адресов в подсети /17?
и за какое время вы бы справились? Или все же вы бы встали и ушли с такого собеседования? NAT – Network Address Translation. Это технология, которая преобразует приватные, локальные IP-адреса устройств в один или несколько публичных, внешних IP-адресов для выхода в интернет, а также обратно маскируя внутреннюю сеть и экономя адреса IPv4. Иными словами, вы заключаете договор с провайдером. Он выдает вам IP-адрес. Вы ставите роутер и прописываете этот IP-адрес в нем или ставите галочку о том, что IP-адрес будет получен автоматически. За роутером у вас несколько компьютеров и телефонов. Роутер присвоит IP-адреса каждому устройству, однако в интернет каждое устройство будет выходить с адресом, выданным провайдером. IPv6 – адрес, записанный в 128-битном формате, то есть количество адресов 2 в степени 128, то есть 340 ундециллионов, создан для замены устаревающего IPv4, основная цель которого – решить проблему исчерпания IP-адресов, предложив огромное количество уникальных адресов и улучшив безопасность, то есть встроенная поддержка шифрования и IPsec, эффективность маршрутизации, то есть без использования огромных таблиц, как в IPv4, автоматическую настройку устройств и повышенную производительность. К примеру, из-за более простых заголовков пакетов. Записывается в виде 8 четырехзначных 16-ричных чисел, разделенных двоеточием. Например, FE80 40 40 40 40 40 C0A8 0002. Обычный IPv6 адрес длинный, но его можно сокращать, удаляя начальные нули в группах и заменяя одну последовательность из нулей двойным двоеточием, но только один раз, чтобы получить более компактную запись. Например, FE80 двоеточие двоеточие C0A8 двоеточие 2. Для IPv6 также существуют маски, а точнее префиксы, расположенные в диапазоне от 0 до 128. Под конец хочу сделать еще одно небольшое лирическое отступление. Заметили, сколько много было сказано про IPv4 и как мало про IPv6? А как же слова о том, что IPv4 вот-вот истощится и что новый IPv6 должен прийти на замену? Про истощение IPv4 мною впервые было услышано в конце 90-х, начале нулевых. Собственно, когда появился интернет. Об IPv6 стало известно примерно в то же время и говорилось, что вот-вот, через пару лет все перейдут на него. Прошло 25 лет, а ВОС и ныне там. Но почему так? Примерно 20-25 лет назад, чтобы смягчить переход с IPv4 на IPv6, придумали несколько технологий, которые должны были чуть-чуть продлить жизнь IPv4. Ярким примером является технология NAT. И эти костыли так хорошо сработали, что особого смысла в IPv6 уже нет. Через пару лет после появления IPv4 стали думать о качественной передаче потоковых данных. Таким образом, был создан экспериментальный протокол IPv5. IPv5 – это не классический интернет-протокол, как IPv4 или IPv6, а экспериментальная потоковая версия, известная как Stream Protocol (ST). Он не имеет внешнего вида, как привычный нам IP-адрес, но в заголовке пакета для него используется цифра 5 вместо 4 для IPv4. Его цель заключалась в обеспечении гарантированной передачи данных в реальном времени, то есть голос, видео, а не просто адресации. Иными словами, IPv5 отчасти можно назвать надстройкой над IPv4 для передачи потоковых данных. Но эксперимент так и остался экспериментом, и для пользователей он так и не был опубликован. Поэтому с чистого листа был написан IPv6.
он не обладает обратной совместимостью с IPv4. То есть, по сути, IPv4 и IPv6 — это разные сети, и трафик гуляет между ними при помощи некоторых костылей. Если покопаться в статистике крупных поисковых систем, то можно узнать, что в некоторых странах доля трафика на IPv6 будет около 50%, а в некоторых меньше 1%. Какова общая статистика всего интернета, я не знаю, везде информация разнится. Но на данный момент доля IPv6 все же меньше, чем IPv4. Почему так происходит? Ответ прост – деньги и знания. То есть для пользователя нет разницы, грузится сайт или приложение с IPv6 или IPv4. Скорость загрузки будет, на взгляд пользователя, одна и та же. Есть IPv4 – оборудование, под которое как коптило десятилетия назад, так еще пару десятилетий прокоптит. С ним все известно. Что касаемо IPv6, не каждая старая железка знает о его существовании. Какую-то железку нужно обновить, какую-то прошить, а какая-то настолько морально устарела, что такого вендора уже давно не существует, но она работает. В IPv6 много чего встроено для безопасности, и не каждая старая железка сможет обработать столько информации и просто захлебнется. Следовательно, нужно покупать новую железку, разбираться с нюансами ее настройки и так далее. И все равно для перехода придется обслуживать две сети – IPv4 и IPv6. С точки зрения бизнеса это бесполезная трата денег. Есть такая поговорка «не тронь налаженный механизм». Так вот, IPv4 как раз и есть тот самый налаженный механизм. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, на группы в ВК, Дзен и Рутуб. Все ссылки в описании к видео. Пишите свое мнение об увиденном. Спасибо за просмотр. Желаю всем хорошего настроения и огромной удачи!